Необычайно прожорливый ящер, от которого нет спасения даже на деревьях или глубоко под землей. Мертвая хватка и абсолютное бесстрашие позволяют ему лакомиться самыми ядовитыми созданиями саванны. Охотник, которому нет нужды прятаться, ведь его устрашающий вид вселяет ужас во многих местных обитателей. Если же кто-то посмеет бросить ему вызов, то очень скоро об этом пожалеет. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – белогорлый варан. Белогорлый варан – одна из крупнейших ящериц Африки, которую можно узнать в первую очередь по тупому носу. С учетом длинного хвоста ящер может вырастать до 1,5 метров и весить до 8 килограмм. Рептилии встречаются на значительной территории континента, предпочитая засушливые степи и саванны. Несмотря на размеры и медленный обмен веществ, варан обладает исключительной прожорливостью, и все свободное время он бродит по владениям в поисках еды. Неплохое зрение дополняется посредственным слухом, но главным инструментом, как и у всех рептилий, становится раздвоенный язык, который указывает дорогу даже к неподвижной, надежно укрывшейся цели. Неразборчивый в еде ящер поедает все живое, что полезет в глотку, но его любимым лакомством являются змеи. Несмотря на крошечные зубы, у варана невероятно сильные челюсти, поэтому покинуть его общество не представляется возможным, и все еще подающая признаки жизни рептилия заглатывается целиком. Белогорлый варан не единственный охотник на змей. Местные мангусты также могут усмирить рептилию. Пока одни отвлекают внимание, избегая выпадов, другие совершают быстрые эффективные атаки. Однако особо крупные ядовитые создания слишком опасны даже для коллективной охоты, и взрослая плюющаяся кобра может стать последней, кого увидит ловкий зверек. Четко отлаженными совместными действиями животные могут лишь вынудить змею изменить направление. При этом действующий в одиночку ящер не обращает внимания на размеры противника, и даже смертоносная кобра без лишних раздумий отправляется в огромный рот. Чтобы усмирить такую добычу, варан изо всех сил трясет головой, ломая кости и дезориентируя соперника. Ни при каких условиях он не собирается ослаблять хватку, и перспективы быть укушенным его не сильно пугают. Прочная шкура становится первым препятствием на пути яда. Хладнокровие также уменьшает чувствительность к токсинам. К тому же у многих охотников на змей есть определенный иммунитет к яду, что превращает чрезмерно опасный укус в неприятный укол, и это не мешает ящеру закончить начатое. Без промедлений ядовитое создание также проглатывается целиком. Трудно поверить, но этого варана можно считать одним из главных врагов 4-метрового нильского крокодила. Кладка гигантской рептилии насчитывает около 50 яиц, и это одно из любимых лакомств ящера. Самка ревностно защищает гнездо и может неделями обходиться без пищи. Но крокодилы не способны потеть, и в жаркий полдень палящее солнце становится для них куда губительнее, чем голод. Ближайший водоем спасает ситуацию, однако это превосходная возможность для голодного соседа. Ради нескольких драгоценных минут варан может целыми днями выжидать поблизости. За счет превосходного обоняния он с легкостью обнаруживает закопанную кладку. Мощные когти, словно лопаты, за считанные секунды добираются до желанного лакомства. Неторопливыми, но эффективными движениями охотник извлекает яйцо и незамедлительно приступает к трапезе. Ящер не утруждает себя поисками убежища, ведь он не собирается останавливаться на достигнутом. Однако поднятая птицами тревога вынуждает мать поторопиться, и застигнутый на месте преступления вор спешно покидает ее общество.
В экстренных ситуациях варан может быть очень быстрым, поэтому огромному крокодилу нет смысла преследовать нарушителя. Мощные ноги с цепкими когтями превращают варана в искусного альпиниста, поэтому скрытые в труднодоступных местах рептилии, яйца и даже птицы рискуют попасть к нему на обед. Теплокровные животные также занимают почетное место в рационе хищника, и если укрытие недостаточно глубокое, то даже самая бдительная добыча обречена. В сухой сезон удачная охота помогает компенсировать отсутствие воды. Получая жидкость из своих жертв, варан может не утруждать себя поиском водоемов. У крупных варанов не так много естественных врагов, но медлительность делает их привлекательной целью для местных хищников. Однако ящер не отвечает на провокацию, ведь бегство послужило бы для кота сигналом к нападению. Все же этот каракал не собирается упускать мишень и пускает в ход острые зубы. Но даже их длины в полной мере не хватает, чтобы нанести серьезные травмы, ведь прочная чешуйчатая шкура становится лучшей защитой. Ситуация обостряется, когда варан вырывается из когтистых лап и переходит в защитную стойку. В арсенале рептилии невероятно длинный хвост, прицельный взмах которым может даже переломать кости. Поэтому единственным правильным выходом для кота становится отступление. Куда более опасными противниками варанов становятся боевые орлы и леопарды, от которых нет спасения даже на деревьях. В целом же белогорлый варан уступает в подвижности и свирепости своему близкому родственнику, обитающему по соседству нильскому варану. Он также разоряет крокодильи гнезда и пожирает все, что попадется на пути. Но нильский варан более водолюбивый вид, который предпочитает селиться по берегам водоемов. К тому же он любит нырять и исследует дно в поисках провизии, поэтому встречи близких родственников не так часты. В целом, вараны прочно заняли свою нишу в засушливых землях Африки. В местах, где рептилии нещадно нападают друг на друга, и даже крокодилы не застрахованы от огромных пресмыкающихся, ящеры имеют все шансы защититься и бросить вызов куда более опасным созданиям. Поэтому в целом благополучию белогорлого варана ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!